Если в чем-то я и уверена, так это в том, что Тэкук часто выражает свою любовь через действия и жесты, которые со временем становятся все более частыми и постоянными. Бывали времена, когда Чингук летал 9 часов только для того, чтобы узнать, как сильно Тэхён по нему скучает. Были и моменты, когда он так спокойно закрывал глаза, словно вспоминая, как сильно любил ощущение губ Тэхёна на своей щеке во время объятий. Все это доказывает, что их связь гораздо реальнее, чем большинство людей готовы признать. Когда Тэхён признается, что Чингук знает его так хорошо, он не может лгать. Потому что, проявляя друг к другу привязанность, Чингук показывает свою любовь, понимая каждую деталь и привычку Тэхёна. Он знает о нем все и едва сдерживает себя, чтобы не сказать об этом с гордостью. Когда сотрудники говорили о привлекательной внешности Тэхёна, они упомянули, что его рост около 177 сантиметров. Чингук, наблюдавший за ними издалека, как обычно, не смог удержаться, когда речь зашла о Тэхёне, и тут же добавил скорее утверждение, чем вопрос, что рост Тэхёна составляет 178 сантиметров. Тэхён подтвердил слова Чингука. Если присмотреться, то сейчас рост Тэхёна достигает 179 сантиметров. Тогда он был около 178,8 сантиметра. Это показывает, что Чингук не лгал о том, как хорошо он его знает, и Тэхён полностью доказал правоту Чингука, притворяясь обиженным тем, что Чимин не знает, в то время как Чингук, безусловно, знал. Возможно, Тэхёна и называли атлетичным, но Чингук не мог не добавить, что Тэхён также невероятно хорош в хореографии. Его неспособность скрыть, насколько хорошо он знает Тэхёна, только усложняла задачу игнорировать его. В тот день, когда Тэхён рассказал о своей аллергии на орехи, Чингук выглядел по-настоящему шокированным. Он явно этого не ожидал и с забавным видом тут же воскликнул, что уверен, что у него нет аллергии. Уверенность Чингука в своих знаниях о Тэхёне была очевидна. Он знал его настолько хорошо, что было почти смешно наблюдать, как тот пытается солгать о чем-то подобном. Когда Тэхён попытался объяснить причину своей заявленной аллергии, Чингук остался неубежденным. Он в шутку настаивал, что Тэхён просто привередлив в еде. Его теплое и дружелюбное поведение показывало, насколько хорошо он понимает вкусы Тэхёна. Чингук знал, что нет никаких сомнений в том, что Тэхён просто пытается избегать этих продуктов. Разговор стал еще смешнее, когда Тэхён, слегка расстроенный, настаивал, что чтобы Чингук не говорил, он не любит бобы и даже не может есть рис с бобами. Но Чингук, непоколебимый в своей позиции, продолжал утверждать, что Тэхён просто привередлив в отношении определенных продуктов. Он игриво повторял эту идею снова и снова, наслаждаясь спором и тем, как Тэхён отчаянно защищал свою точку зрения. Когда Тэхён собирался сразиться с Хоби, используя меч из губки, наполненной краской, выяснилось, что Хоби выбрал красный цвет, а Тэхён – зеленый, пытаясь запятнать Хоби. Чингук, указывая на выбранные цвета, не пытался скрыть своего знания о Тэхёне, в конце концов выпалив тоном, что Тэхёну нравится зеленый. Забавно было то, что он сказал это так, будто это была самая важная информация в мире, хотя на самом деле Чингук знал о Тэхёне 1000 других вещей. Но то, как он это преподнес с таким удовлетворением, казалось идеальным. Чингук даже знал жизненный девиз Тэхёна. Когда другие участники пытались угадать или вспомнить похожие фразы, только Чингук ответил правильно без колебаний. Только он заработал очки, поскольку явно знал Тэхёна лучше всех. Это не было неудачей, не совпадением, он просто знал. Он так естественно знал личные подробности о Тэхёне, что показывало, насколько внимательно он к нему относился. То же самое произошло, когда Чингук оказался единственным, кто знал, что Тэхён хранит пиво в холодильнике. В то время как другие колебались или давали импровизированные ответы, Чингук на мгновение задумался, тщательно все обдумал, а затем уверенно сказал, что пиво есть. Интересно было то, как они посмотрели друг на друга сразу после этого. Тэхён коротко, но многозначительно посмотрел на него, словно передавая что-то, что понимали только они двое, что-то, не предназначенное для фанатов или публики. Затем Чингук улыбнулся после этого короткого зрительного контакта, как будто за его ответом стояла какая-то история, или как будто он подтверждал, что эта деталь о Тэхёне гораздо более личная, чем казалось.
Никаких явных слов или объяснений не было, но обмен репликами был ощутим. Это простое взаимодействие стало одним из самых ярких моментов, потому что оно раскрыло другую динамику их отношений, связь, построенную на общем знакомстве и небольших жестах, которые часто остаются незамеченными. Был также эпизод Run BTS, где участникам предложили идеи для предстоящего выпуска. В то время как другие предлагали занятия, которыми можно было бы наслаждаться вместе, Чингук предложил фотосессию в стиле редакционной статьи. Интересно, что он не скрывал причин своего выбора. Он откровенно признался, что придумал эту идею, потому что знал, что Тэхёну это понравится, так как это был его любимый вид деятельности. Это ясно показало, что Чингук не думал о предложении для коллективного удовольствия, а скорее о чем-то, полностью ориентированном на вкусы Тэхёна. В отличие от других предложений, его идея не предназначалась для всеобщего одобрения, а была основана на том, что, как он знал, осчастливит хотя бы одного человека. Это внимание к деталям и сосредоточенность показали, что, по крайней мере в тот момент, его приоритетом всегда был Тэхён, и все его знания были сосредоточены вокруг Тэхёна и только вокруг Тэхёна. Когда Тэхён прочитал об одном из своих сожалений в 2019 году, он сказал, что это было то, что он не делал фотографий в том году. Когда Намджун спросил почему, хотя вопрос был адресован Тэхёну, Чингук ответил вместе с ним, сказав, что его камера сломалась. Смущенный Джин спросил, не потерял ли он камеру, и Чингук повторил, что она действительно сломана. Желание узнать все о Тэхёне заставило Чингука ответить так, как будто вопрос был адресован ему самому, потому что он точно знал, почему Тэхён не делал фотографий в то время, и ответил уверенно. В другом случае, после окончания рабочего дня, Тэхён рассказал, что занимался самообслуживанием. Из любопытства он попросил участников угадать, каким именно он занимался самообслуживанием. Каждый дал свой ответ, показав, что они не совсем уверены. Однако среди всех ответов только Чингук угадал правильно. Услышав правильный ответ Чингука, Тэхён не смог сдержать искренней радости. С выражением лица, сочетающим нежность и удивление, он показал правильный ответ на камеру, словно подтверждая, что Чингук знает его так хорошо, даже до тех личных деталей, которые другие часто упускают из виду. А когда Чингук включил Golden Hour на своей прямой трансляции и вдруг заметил, что Тэхёну она очень понравилась, это только укрепило мое убеждение, что Чингук никогда не был так счастлив, как когда рассказывал о своих вкусах, привычках и мелочах, которые делали Тэхёна таким уникальным и особенным. Казалось, каждая деталь о Тэхёне занимала особое место в его памяти, и упоминание об этом приносило ему особое удовлетворение. Потому что в конечном итоге, что делало связь между Чингуком и Тэхёном такой особенной, так это их естественная забота друг о друге. Их любовь не строилась на навязанных демонстрациях или громких заявлениях, а на подлинном знании друг друга, воспоминаниях о любимых песнях, любимых занятиях или о том, как создать комфортную атмосферу в любой ситуации. Именно здесь открылось нечто более глубокое. Потому что истинная привязанность не нуждается во внешнем подтверждении. Чингук не пытался ничего доказать, он просто действовал, исходя из того, что знал и чувствовал. В конечном счете, это способ любить, который не зависит от слов или взглядов, а скорее от молчаливого понимания, строившегося со временем через единение и благодаря постоянному вниманию, которое Чингук всегда будет уделять Тэхён.